Здравствуйте, друзья! С вами Иванова Галина. И сегодня я вам покажу, как сделать елочку в технике гофрооригами. Это краткая версия моего подробного мастер-класса, который я сделала 2 года назад. Очень многие подписчики сделали по нему свои красивые елочки. Вы сейчас видите их на экране. Тот мастер-класс я сделала очень подробный, раскрыла все свои секреты, фишки, чтобы у каждого, кто будет делать эту елочку, она получилась. Но теперь я решила сделать краткую версию этого мастер-класса. Она подойдет тем, кто уже давно работает с бумагой, в том числе с гофрой. Но если что-то останется непонятным, смотрите тогда более полную версию. Ссылочку я оставлю в описании и в правом верхнем углу. Елочки я делаю из цветной бумаги для принтера. Каждый лист нужно разделить на 24 полосочки. Вначале делю лист на 3 равные части, а затем складываю его гофрой. Можно это делать любым удобным для вас способом. Сейчас я быстренько покажу свой вариант. Главное сделать это аккуратно. Складываем его вдоль наполовину. Теперь аккуратно по этой линии сгиба разрезаю. Можно канцелярским ножом, можно ножницами, как вам больше нравится и более удобно. Получилось 2 полосочки. И второй лист тоже также разрезаю наполовину. 4 полоски, которые нам нужны для круга, есть. Теперь их нужно склеить. Ширина этого круга получится примерно 21-22 сантиметра. Собираю гофру и кладу так, чтобы вот эта полосочка поднималась вверх, а вот эта опускалась вниз. Мне так удобнее их стыковать. И стыкую только по одной полосочке. Наношу клей до сгиба. И таким же образом соединяю все наши полоски бумаги. В одну такую для первого слоя я склеила 4 полосочки. С каждым слоем их будет становиться все меньше и меньше. Прежде чем соединить гофру в круг, я еще дополнительно делаю здесь вот с одного края диагональные сгибы. Просто сгибаю уголок вот сюда. Так, вот так. Таким образом как бы будет похоже немножко на иголочки у елки. Вот так, сгибаю к горизонтали. А потом нужно будет эти диагональные сгибы прожать. И вот так я складываю до конца этой гофры. Вот так получилось. Теперь разворачиваем все эти треугольнички. И теперь вот так сгибаю вот эти диагональки вот так вовнутрь. В центр круга приклеиваю небольшой кружочек бумаги. Вот так собираю гофру и сюда приклеиваю. Фиксирую таким образом с одной стороны и с другой стороны.
Первый круг для нашей елочки готов. Он самый большой. Следующие круги я буду немножко уменьшать. Сейчас расскажу вам как. Для первого слоя я разрезала лист формата А4 наполовину. И ширина нашей полосочки выходила 10 сантиметров 5 миллиметров. Теперь ширину каждой полосочки я буду уменьшать на 1 сантиметр и 2 миллиметра. То есть теперь мне нужна полосочка шириной 9 сантиметров 3 миллиметра. И разрезать лист. На следующий круг мне уже понадобится 3 полосочки. И еще все размеры я укажу отдельно в описании для каждого слоя нашей елочки. Складываю. Удобно делать гофру сразу на всем листе, это немножко экономит время. Склеиваю точно так же, как первый круг, нашу гофру, только из 3 полосок. И опять, прежде чем замкнуть круг, я сгибаю здесь уголки, чтобы мне сделать, так скажем, иголочки. Повторяю вот этот второй круг. И опять сюда, в центр, я приклею кружочек бумаги, чтобы зафиксировать. Для того, чтобы сделать кружочки, пенечки, я их так называю, которые я прокладываю между кругами, чтобы елочка выглядела более высокой и не такой приплюснутой, понадобятся полоски бумаги шириной 1 сантиметр, но длина будет очень большая, потому что их нужно скрутить в кружочки. Сначала можно их скручивать из белой бумаги, а уже в конце приклеить зеленую, потому что эти слои бумаги, они все равно видны не будут. Диаметр их примерно сантиметров 5, чтобы был. Соответственно, высота их будет 1 сантиметр. Вот такой вот так вот скручиваем. Вот так у меня уже выглядят 2 круга. Как видите, второй получился уже меньше, чем первый. И между ними я положу сюда, как я уже сказала, пенечки, которые показала, как нужно делать. Теперь буду делать третий круг, немножко другого оттенка. И его размер полосок для этого круга будет уже 8 сантиметров 1 миллиметр. Тоже 3 полоски. И принцип будет идти тот же самый. На первый круг я приклеиваю самый большой кружочек, пенечек. Он у меня диаметром 7,5 сантиметров. Клеить нужно не спеша, чтобы круги хорошо приклеивались на гофрокруг, чтобы не было перекосов. Клеить я буду клеем ПВА, можно горячим клеем, будет быстрее. Самое сложное это сделать ровно, для меня, по крайней мере. Кстати, такие пенечки можно делать из бумажных трубочек, если вы умеете такие крутить. Они тогда скручиваются быстрее. Только трубочки нужно делать на толстую спицу, они примерно получатся 1 сантиметр. И теперь симметрично по отношению к первому кругу укладываю вот этот второй круг. Так, чтобы было ровненько и красивенько. И аккуратно прижимаю. Следующий кружок. Он у меня диаметром 6,5 сантиметров. Укладываю на второй гофрокруг, так, чтобы он тоже был по центру. И теперь приклеиваю третий круг. Следующий пенек 6 сантиметров. Итак, приклеила следующий пенечек. И на него опять же гофру. Это 4-й слой гофры. Я его делала из полосок шириной 6 сантиметров 9 миллиметров. Или можете взять 7 сантиметров. Размер следующего кружочка у меня 4,5 сантиметра. И приклеиваю сюда 5-й слой. 5-й слой гофры я делала из 2 полосок, ширина которых 5 сантиметров 7 миллиметров. 4 сантиметра его диаметр. 6-й слой гофры я делала тоже из 2 полосок. Их размер 4 сантиметра 5 миллиметров. То есть у меня 3 сантиметра. И следующий слой гофры уже получается 7-й слой гофры. На него я взяла 1,5 полоски, то есть сначала взяла 2, потом отрезала половинку. Размер полосок был
3 сантиметра, 3 миллиметра. 1,5 сантиметра в диаметре. И последний, ну предпоследний, у меня еще будет верхушечка заключительная. Но слой гофры последний. 8-й, по 1,5 полоски, а размер 2 сантиметра, 1 миллиметр. Гофрокруги я приклеила. Остается еще приклеить верхушечку. Я сделала модуль супершара. Ссылку на видео вы опять найдете в подсказках в правом верхнем углу, либо в конце в заставках. Чтобы она у меня лучше держалась, я вот здесь вот булавкой в верхушке пробила дырочку. И теперь ставлю сюда зубочистку, обмотала зубочистку бумагой, чтобы она лучше приклеилась к модулю. И одеваю сюда вот этот модуль. Вот так, друзья. Я очень рада, что мне удалось закончить этот мастер-класс. Надеюсь, он вам поможет сделать красивые елочки. И вы сможете удивить и порадовать и своих друзей. Может быть, в каком-то конкурсе с ними поучаствуете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. И увидимся в новых видео.